Пришло время разобрать задачи, о которых мы говорили на прошлой неделе. Если вы их еще не видели, рекомендую посмотреть их в плейлисте «Занимательная наука», а затем возвращайтесь к просмотру этого видео. Первая задача, которую мы разбирали, была про яблоки. Нужно было разделить 7 яблок на 12 человек. При этом каждое яблоко можно было делить не более чем на 5 частей. Как же это сделать? Если мы будем размышлять обычным способом, то быстро поймем, что ничего не получится. Почему? Есть 7 яблок. Если мы можем их поделить не больше, чем на 5 частей, то сколько частей мы получим? 7, 14, 21 часть, 28 и в итоге 35. С другой стороны у нас есть 12 человек, то есть 12, 24, либо 36 частей яблок, которые должны получиться. Такой метод решения не подходит. Что же тогда делать? Нужно воспользоваться таблицей умножения и посмотреть, что 12 – это 3 умножить на 4. В то же время 3 плюс 4 будет 7. Это является самой важной подсказкой для решения задачи. Таким образом, мы можем получить, что 3 яблока нужно разрезать на 4 части, а 4 яблока разделить на 3 части. Тем самым мы получим 2 раза по 12 частей. При этом нужно заметить, что яблоки считаются геометрически правильными. Иначе поделить поровну может не получиться. Переходим к задаче про сковородку и 3 котлеты. Легко приготовить их за 20 минут. Для этого нужно обжарить 2 котлеты с 2 сторон, а затем поджарить 3-ю котлету тоже с 2 сторон. Все это вместе займет как раз 20 минут. Но оказывается, это можно сделать и за 15 минут. Для этого на сковородке мы обжариваем с одной стороны 2 котлеты. На это уходит 5 минут. Затем одну котлету мы убираем. Добавляем на сковородку котлету, которая еще не обжарена, а та, которая осталась на сковородке, мы ее переворачиваем. Проходит еще 5 минут. Одна котлета у нас уже обжарена с 2 сторон. Мы ее убираем. Возвращаем на сковородку котлету, которая была обжарена с одной стороны, перевернув ее при этом стороной для обжарки. При этом переворачиваем котлету, которая уже жарится на сковороде. И тем самым за последующие 5 минут мы дожариваем 2 котлеты. Тем самым мы получаем такой же результат за 15 минут. Насколько такой способ эффективен непосредственно на кухне, я пока не знаю. Такой эксперимент я не пробовала проводить. Вы можете попробовать и написать в комментариях, получилось ли у вас, насколько этот метод эффективен в повседневной жизни. Потому что в плане математики, да, этот метод хорош. Насколько он жизнеспособен на самом деле, это вопрос. Переходим к 2 задачам, которые можно решить как минимум 3 способами. Один из таких способов изучается в школе. Это система уравнений. Как правило, используют x и y и занимают определенное время. Я хочу показать вам метод подбора и уравнивания в этих задачах. Первая задача была про книги на полках. На обеих полках у нас 91 книга, при этом на нижней полке у нас на 7 книг больше, чем на верхней, и нам нужно разобраться, сколько книг на каждой полке. Для рассмотрения этой задачи мы будем использовать метод подбора. Мы уже знаем, что на нижней полке на 7 книг больше. Значит, на этой полке книг больше половины. Попробуем взять 47 книг. Тогда на верхней полке должно быть 44 книги. Между ними разница в 3 книги, это противоречит условиям. Если мы возьмем на нижней полке 51 книгу, то на верхней должно быть 40 книг. То есть между ними разница в 11 книг. Тоже не подходит по условиям. Таким образом мы получаем несколько вариантов. От 47 до 51. 47 книг это маловато, 51 многовато. Значит, у нас остаются числа 48, 49, 50. Если мы их проверим, то вычислим, что 49 книг должно быть на нижней полке, а 42 на верхней полке. Метод уравнивания рассмотрим на примере задачи про животных и котлеты.
Напоминаю, что у нас есть 30 животных, собак и кошек, которых накормили котлетами. При этом каждая собака съедала по 3 котлеты, каждая кошка по 2 котлеты. Всего было съедено 73 котлеты. Сколько же было собак и кошек? Используем метод уравнивания. Всем животным дадим по 2 котлеты. Получится 60. Остается у нас 13 котлет. И так как у нас собаки съедали больше, значит остались котлеты как раз для собак. Таким образом мы получаем, что собак у нас было 13, а кошек было 17. А на очереди у нас две задачи шутки. Задачи с подвохом. Первая задача была про свечи. На столе горело 5 свечей, 2 свечи погасили. Сколько же их осталось? Вроде бы напрашивается ответ 3 свечи. Но здесь не все так просто. Дело в том, что 2 свечи погасили, а остальные 3 продолжили гореть. Поэтому можно сказать, что 3 свечи сгорели, а остались только те, которые погасили, то есть 2 свечи. Вторая задача про такси, про машины на стоянке такси. Стояло на стоянке у нас 5 машин, 2 передние уехали с пассажирами. Сколько машин осталось стоять на месте? Вроде бы напрашивается ответ 3 машины, но на месте не осталось ни одной машины, потому что 3, которые стояли во втором ряду, проехали вперед. Пока я общалась с родственниками по поводу этих задач, то выяснила, что эту задачу правильнее относить к советскому времени. Хотя в зарубежных фильмах тоже иногда можно увидеть, как работают стоянки такси, что они работают подобным образом. И остались у нас 2 задачи про палочки и про апельсины. Начнем с игровой задачи с вариациями. Условия задачи. На столе лежит 50 палочек, 2 по очереди берут палочки в количестве не превышающем 7. Выигрывает тот, кто берет последнюю палочку. Вопрос к этой задаче: кто выигрывает, начинающий или его соперник, и как при этом надо играть. Для начала определим, при каких условиях начинающий проигрывает. Так как нельзя брать палочек больше 7, то начинающий проигрывает, если на столе осталось 8 палочек. И если мы начнем подсчитывать, то каждый раз, когда на столе оказывается четное количество палочек, кратное 8, начинающий будет проигрывать. Поэтому, чтобы выиграть, начинающий должен взять 2 палочки. И каждый последующий ход дополнять количество палочек до 8. То есть, если его противник берет, скажем, 5 палочек, то он должен взять 3. Тогда он обязательно выиграет. Почему? Потому что ближайшее к 50 число, кратное 8, это 48. Поэтому начинаем с 2 палочек. Последняя задача очень легкая, хотя и с подвохом. Главное, что нужно сделать, это сказать продавщице, что она ошиблась в расчетах. К сожалению или к счастью, но такое бывает, что на рынках и в супермаркетах продавцы могут посчитать неправильно. Так что вы всегда должны проверять стоимость своих покупок. Мы с вами рассмотрели задачи, которые я добавила на прошлой неделе. Пишите в комментариях, какие задачи вам понравились, стоит ли добавлять их в дальнейшем. Задачи взяты из этой книги, о ней я буду рассказывать отдельно. Логика и математика всегда идут вместе, поэтому помните, что дважды 2 – это не просто 4. Дважды 2 – это вообще 4, оптом 3, а под проценты 5.